Итак, всем доброго дня. Как вы, наверное, уже поняли по надписи на доске, сегодня у нас будет тема эволюции души. Тема эта будет для понимания вообще, кто мы такие, откуда мы пришли, значит, что такое вообще душа, что это за субстанция, такая структура, откуда она появилась и вообще для чего она нужна и как она познает этот мир. Как вообще духовно развивается наша душа, для чего мы рождаемся, воплощаемся и прочее. Эти моменты сегодня будем разбирать. Итак, во-первых, как я уже говорила в ролике «Кто такой Создатель?», я говорила, что все наши души, так или иначе, происходят от одного Создателя. Сейчас мы говорим про обычный способ создания души. То есть вообще есть два вида душ, если их можно так назвать. Да? Первая душа – это душа, которая рождена от Создателя, то есть та душа, которая отделилась от Создателя. Вторая душа, второй вид души – это души, которые отделились. То же самое все, только это души, которые отделились от душ высокого порядка. То есть уже демиургов, которые сами создают свои миры и прочее внутри нашей Вселенной. То есть, а те, в свою очередь, тоже являются частицами Создателя. Ну, давайте нарисуем условно Создателя. Вот Создатель. И значит, смотрите. Вот два момента, как может вообще родиться душа. Первый момент – это Создатель, как клетка отделяет от себя частицу и выходит там почти точно такая же, да, вот. Как клетки размножаются, то есть она такая раз, отделила от себя клетку и получилась частица ее, то есть идентичная материнской клетке. Вот, это к моменту, когда я говорила про три основных закона, и один из них я говорила закон о фрактальности. Вот это можно отнести к закону о фрактальности. То есть как деление клетки идет, также Создатель от себя отделяет часть, получается душа маленькая. Душа, ее пока сложно назвать душа, полноценно, потому что это искра. Отделилась искра. Так вот ее нарисую. Маленькая такая искра, как от костра. Раз. И искра. Искра. Вот. Также искра может родиться напрямую от Создателя. То есть часть, да, вот этот вот маленький-маленький огонечек, искра от костра, от общего. И второй момент, как может родиться искра, это от большой, огромной души, искры, которая уже доросла до такого, то есть она в свою очередь, вот эта искра большая, также была маленькой частичкой, которая отделилась, прошла много-много циклов развития, отделилась, стала большой, огромной искрой, то есть уже создает свои миры внутри нашей Вселенной, опять же. Вот, но она, так как она сама стремится стать подобной своему Создателю, она начинает также по принципу фрактальности отделять от себя другие искры, потому что она учится быть Создателем. Ну и по вот этой теме идем так. То есть, когда искра отделяется от Создателя, целью отделения искры, то есть для чего искра отделяется? Она отделяется для того, чтобы самой стать Создателем. То есть это цикл в нашей Вселенной. Берем, допустим, наша Вселенная. Вот центральное Солнце, Создатель. Получается, он вот здесь вот на выходе он рождает искру. И цель этой искры пройти по всей Вселенной, да, познать все-все-все в этой Вселенной. И самой стать на выходе точно таким же Создателем, то есть еще одной Вселенной. Вот так вот, такой принцип рождения.
то есть на выходе, получить весь опыт внутри этой Вселенной, при этом получается, что искра является так или иначе частью Создателя, то есть она является самим Создателем, и этот Создатель через эту искру сам познает себя внутри своего же организма, то есть это момент самопознания нашего Создателя. Эта искра проходит все пути Вселенной, то есть, те, которые она захочет, естественно, но у нее есть конечная цель, это самой стать подобной Создателю, понять все основные принципы Вселенной, понять, как устроена Вселенная, что Вселенная, зачем Вселенной, и самой достигнуть такого уровня знаний и умений, пониманий, веса для того, чтобы создать еще одну Вселенную. То есть все, эта искра, когда она идет на выход из нашей Вселенной, выходит, на выходе рождается другая Вселенная. Но это процесс очень-очень долгий. Надеюсь, здесь понятно. То есть каждая рожденная искра проходит все этапы эволюции себя, то есть души, для того, чтобы стать идентичной тому, кто ее родил. Поэтому же вот эта же искра на одном из этапов своего развития, то есть уже более приближенным к вот этому, начинает сама отделять от себя другие искры, то есть рождать детей, да, другие искры, для того, чтобы ей познать вот этот процесс деления, который происходит у самого Создателя, у ее родителя, по принципу фрактальности. Для того, чтобы ей осознать этот процесс, она отделяет от себя искры, и в процессе, то есть на выходе из Вселенной, уже говорила, образуется еще одна Вселенная. Поэтому, можно сказать, что если мы берем эволюционный, точнее, откуда берутся души, да, то у искры, у самой, есть два пути. То есть рождение – это либо рождение от Создателя напрямую, либо это рождение от души высокого порядка. То есть, эти души высокого порядка, это не так, что вы тут сидите и размножаетесь, да. Вот, ваши дети, которых вы рождаете, не являются вашими искрами, которые вы рождаете. То есть, искры, которые рождаются от души высокого порядка, это та душа, которая создает уже целые миры, мироздание, огромнейшее количество. То есть, которая по факту становится, можно сказать, демиургом. Демиургом высокого уровня. Демиург высокого уровня может отделять от себя искры, потому что он уже стоит на пороге того, чтобы самому стать создателем. Это понятно, надеюсь. Так вот, давайте теперь, если мы поняли, откуда у нас берутся души, откуда берутся дети, далее будем смотреть этапы эволюции искры. И хоть сама искра по своему подобию, то есть я говорила, что каждая искра, каждый ребенок, он подобен своему создателю, то есть он подобен родителю. Он несет в себе набор характеристик родителя определенный. Также это, в принципе, принцип фрактальности, он везде прослеживается, так же, как и у нас, да, ребенок, если брать физические тела, ребенок, какие-то внешние характеристики, да, родителя, все вот это вот взаимствует, то можно сказать, что основные базовые характеристики создателя, они уже есть у души. Но душа, как и любой ребенок, который рождается, да, искра, она абсолютно не осознает себя. У нее нет никакого абсолютного осознания того, что она вообще существует. То есть на выходе от Создателя искра не имеет момента осознанности абсолютно никакого. Она даже не понимает, что она существует. Все. Можно сказать, что вот это новое сознание Создателя, которое он создал,
является белым чистым листом, без каких-либо знаний. То есть, и вот это чистое белый лист, он пойдет уже дальше по Вселенной наращивать свой потенциал. То есть сама искра еще не стала костром, она только искра. И по сути, каждая такая искорка, она имеет очень низкий потенциал. То есть потенциала в ней ровно, грубо говоря, на одну искру от костра, да. Вот, эта искорка не имеет такого потенциала. Далее, когда она, если мы берем искры от Создателя, которые отходят, да, то есть напрямую, они попадают, ну, можно сказать, в базовый детский сад. Базовый детский сад, он проводится душами высокого порядка. То есть души высокого порядка, есть такая канцелярия вселенская, которая отвечает за, грубо говоря, развитие души, точнее души высокого порядка, которые уже идут из более высоких плотностей, такие как 10, 11, 12, да, даже с 9, я бы сказала, они уже отвечают за такие моменты, как за маленьких душ. То есть это, можно сказать, воспитатели, учителя, которые ведут и которые учат. Но это не те учителя и воспитатели, которые вещают с каждого чайника здесь через ченнелеров и прочих, чтобы вы понимали. И нет, пообщаться вы с ними тоже не можете. Потому что эти души, это не те души, которые сидят и каждой душе там чего-то вещают. Это души, которые организовывают воспитательный процесс. Это Министерство образования, чтобы было понимание. То есть это, грубо говоря, кабинет министров там и прочих лиц, которые организуют, строят школы для воспитания детей, получается, организовывают учебный процесс и прочее. То есть вот, знают план обучения, который должна пройти искра, и вот такие моменты. То есть это вот то, что проходит. Поэтому, когда искра отделяется от Создателя, она, ну, грубо говоря, она неосознанная настолько, насколько она вообще может быть неосознанна. Но эта душа тут же попадает, то есть, можно сказать, под патронаж, да, и ее отправляют на первые рождения. Точнее, она сама, рождаясь, первое, что она понимает, точнее, что она начинает делать, это синхронизация. Синхронизация с Вселенной. То есть первые моменты осознания и роста, духовного роста до Создателя вот этой маленькой искры, которая даже не понимает, что она существует, это улавливание вибрационной составляющей Вселенной. То есть все, она просто, грубо говоря, сама светится и улавливает свет других искр. Если их брать вместе, то они попадают, можно сказать, в первую плотность существования. Первая плотность существования, если мы берем плотности, а плотности это просто среды, среда обитания. Если мы берем среду обитания первой плотности, то это очень плотная, достаточно такая, где материя, вот помните, мы с вами разговаривали про первичную материю, то есть из которой все состоит. Это та самая материя, которая выстраивает нашу реальность. Та самая материя, которая движется путем именно духа, то есть благодаря духу. Так вот, в первой плотности существования эта материя настолько плотная, то есть она там настолько густая, вязкая, и все, что там практически там не существует движения. То есть физическая составляющая эта плотность является плотностью, где отсутствует движение. То есть единственное, что там есть, это именно момент энергии и синхронизации, волновой синхронизации. То есть можно сказать, что она как кристаллическая больше идет. Плотность кристаллического существования. И да, в этой плотности тоже демиурги, то есть души высокого порядка, они тоже создают там свои миры, тоже они это делают, потому что это часть обучения души, в том числе.
Так, значит, первый этап эволюции души, этап эволюции первой плотности – это синхронизация души и улавливание ее волновых колебаний Вселенной и других душ в том числе. То есть это восприятие и волновые колебания. Все, вот она не понимает, что она есть. Она не понимает, что она существует, эта искра. Но эта искра начинает понимать, что вокруг нее что-то происходит. То есть какая-то энергия. И она начинает вибрировать на частоте этих энергий, пытается вот эти вот энергии, то есть она улавливает колебания. Я надеюсь, этот момент понятен. То есть момент первой синхронизации энергии с окружающим миром. Потому что в первую очередь, в большинстве своем мы сейчас не осознаем вообще того, что мы занимаемся энергообменом 24/7, 365 дней в году. Не осознаем даже, не осознавая этого, просто на уровне каких-то рефлексов. Здесь же душа учится, то есть первый момент энергообмена происходит, ее с внешним миром, со Вселенной, с другими искрами и прочим. Второй этап развития. Вот. Это вот волновая такая, волновые колебания. Кристаллическая форма существования, волновые колебания. Вторая плотность существования. Здесь уже, если брать на что-то такое знакомое, да, то, что вы можете понять, какая-то форма существования, я бы взяла растение. Момент второй плотности существования, вторая ступень, второй класс, который осознает душа в ее познании вообще того, кто она, что она, зачем она, ее роста до Создателя, это момент осознания «я есть». Душа, когда она в первую плотность учится синхронизации, да, энергообмену с внешним вообще миром на уровне хотя бы волновых энергий каких-то, восприятия волновых энергий, она осознает, я есть, ведь есть энергия вокруг меня, есть еще что-то, есть какие-то вибрации, я их улавливаю, но у нее наступает такой момент, когда она понимает, если я могу улавливать вибрации, если эти вибрации существуют, то я есть. И дальше у нее наступает такой момент развития, когда она начинает свои самые первые шаги в росте в своем. То есть это момент именно ощущения роста и движения. Первые ощущения роста и движения. Я бы это сравнила с растениями. То есть она еще толком не движется, она еще толком вообще никак, вот только на уровне вот этих вот волновых вибраций, да, сосуществует с Вселенной и с другими душами вообще. Но она уже начинает свои первые шевеления, грубо говоря, то есть свое первое движение. Как растение, семечки начинает расти медленно, но это движение, уже момент движения, вот она растет травинка, вот у нее растет корешок, она еще толком не осознает вообще, что с ней происходит, что есть, но она синхронизирует с другими растениями. То есть она синхронизирует деревья. Кстати, деревья это уже, я бы сказала, более сложная форма существования, да, они уже более как бы такие осознанные. И там есть еще такой момент, что у нас, по крайней мере, здесь сама Земля, то есть сама планета, мироздание, оно является живым. Это тоже душа. И вот эти вот души, которые в большинстве своем деревья, там, да, очень многие природные души, они являются частью этой души. То есть это как раз второй вид появления души на свет
про который я говорила, что наша душа, наша Земля, то есть наше мироздание отделяет от себя частицы, и эти частицы здесь становятся деревьями там и прочим. Это уже другая немного форма. Вот, эти души могут быть более продвинутыми, рождаться уже изначально в том плане, что тут зависит от самой души высокого порядка, то есть что именно она хочет от своих детей. Ну да ладно, мы сейчас говорим про цикл осознания именно души, которые идут от Создателя. И то есть они идут по вот такому циклу. То есть я есть, я двигаюсь. То есть первое ощущение движения и какого-то роста. Того, что эта душа не просто существует в пространстве, а то, что она в этом пространстве может двигаться. И это пространство, оно уже не является, если мы берем пространство второй плотности, то есть это физические свойства пространства того, то там уже существует движение. Эти пространства, они уже не такие вязкие, и материя в них более такая подвижная, но она все равно густая как пластилин. Да, она двигается, но это движение очень и очень медленное. Пока что у этой души нет осознания того, кто она, что она, зачем она и прочее. Она не может испытывать эмоции, она не может испытывать чего-то еще. У нее есть первые ощущения только. Я есть, и еще ощущение, если мы берем, допустим, вот она воплотилась, это душа. Чтобы было, что это вторая. Так, вот она воплотилась, то есть она пошла на воплощение, ее воплотили. Вот, она ловит определенное состояние, да, состояние роста, состояние еще какой-то процессов, которые происходят внутри нее и прочее. То есть вот эта травинка, допустим, вот она травинка, вот у нее корни, и все, я есть. Вот это понимание «я есть». Во мне происходят какие-то процессы, я существую, я расту, есть какая-то, опять же, волновая синхронизация с внешним пространством, да, обмен и прочее. И далее, когда эта травинка погибает, то есть это состояние «я есть», и когда эта половинка погибает, то есть растение умирает, у него состояние «меня нет». Ну, «меня нет» условное, в плане того, что я был в форме в какой-то, да, определенный рост, там что-то делал, потом раз, и эта форма пропала. То есть это переходные состояния, ощущение переходных состояний. Кстати, переходные состояния, они есть и в кристаллической форме существования первой плотности, потому что там тоже различные формы существования есть. Те же самые, ну, допустим, если мы берем какие-то формы существования камня, да, или чего-то, то есть разные виды физических элементов, они по-разному совершенно синхронизируются в Вселенной и имеют разные свойства. И это тоже познание состояний души. И то есть эта душа ощущает то, что она тоже раз я чувствую так, а раз я чувствую по-другому. То есть у нее есть тоже момент смены состояний. Но вот здесь этот момент смены состояний более яркий, потому что если там в первой, да, вот в единичке, она просто меняет, у нее вот была одна звуковая коллибация, синхронизация с пространством, а потом она раз резко поменялась и стала другая волна воздействия. То есть она вот это вот понимает, что разные волны воздействия у нее пошли с внешней вселенной, то есть по-разному она воздействует, то здесь уже идет момент смены состояния именно в какой-то форме того, что я меняю форму. Я есть вот такой, потом меня нет, то есть вот эта форма пропала у меня, раз она исчезла, и появилась другая форма. То есть раз, вот эта форма пропала, а потом раз, и появилась другая форма. И эта форма уже что-то новое.
Я рисую здесь растения, потому что здесь у нас это самый яркий, допустим, пример этого всего. Но во второй плотности, допустим, если брать физическую, да, составляющую второй плотности, то там это могут быть совершенно разные формы существования. Не только те, к которым мы здесь привыкли. Но, чтобы вы понимали просто сам процесс. Форм существования у душ очень-очень много. Формы существования – это тела. Тела самые различные есть. И в самых различных мерностях. Вот, надеюсь, со второй формой существования у нас появилось понимание. То есть я есть, я расту, я могу двигаться в той вселенной, в которой я существую, в том месте, где я существую. Я синхронизирую в пространстве с собой, с другими формами существования, да, улавливаю какие-то вибрации и прочее. Есть что-то вокруг меня, я это тоже чувствую, то есть, но еще нет момента осознания, кто я такой и что со мной происходит. И вообще того, где я нахожусь толком. Поэтому тут, когда вот эта форма познания, да, она проходит, то есть наступает третья фаза. Здесь они тоже очень различные, очень разные формы, очень разные там моменты, да, познания, опять же, себя и форм, в которых я могу находиться, и моего первого роста и прочего. Движение, то есть более быстрого, более медленное и прочее, прочее. Это очень большие циклы. Чтобы вы понимали, это не одна жизнь и не две жизни, это огромнейшие циклы для того, чтобы душа могла познать эти моменты. Третья форма существования, третья плотность. Третья плотность – познание мира вокруг себя, познание состояний. И первые эмоциональные познания не только состояний в плане ощущений, то есть первые моменты ощущений, состояний и также ощущения эмоций, эмоциональной составляющей и осознание того, что я нюхаю, я думаю, я эмоции испытываю и прочее, прочее. То есть здесь более остановимся поглубже, чтобы вы понимали, что вообще из себя представляет третья плотность. Так вот, познание состояний. Что это такое? Допустим, берем животный мир уже, для того, чтобы нам было яркое представление. Животный мир, насекомых мир и прочее. Я не просто существую и расту, и нахожусь в каком-то непонятном движении. Третья форма существования. Я познаю мир. И состояние. И состояние меня в этом мире. Момент. Что значит я познаю мир? Это значит, что червяк, когда он родился, он не просто уже растет, он начинает движение в мире. Он начинает копошиться в земле, он начинает исследование этого мира, исследование каких-то процессов. Он куда-то ползет, он куда-то двигается, ему интересно, что это вокруг него, что это, где это. Да, некоторые говорят, это инстинкты, животные живут на инстинктах, животные живут на познании своего состояния и мира. Это первые зачатки познания себя и окружающего мира. Как ребенок, который рождается у нас, он впервые пополз, он смотрит, что вокруг него, что это за кубик, его надо облизать, его надо потрогать, а какой он на вкус, а какой он на запах и прочее. То есть это познание, опять же, окружающего пространства и познание себя. Ой, я могу так, я, оказывается, могу ползать, я, оказывается, могу переворачиваться, я могу сидеть, я могу стоять, я еще что-то могу. То есть, все опять же фрактально. Все фрактально. И
мы можем отследить то, вот даже как развиваются наши дети и то, как развивается душа. Принцип этой фрактальности, он везде. Но наш ребенок, который рождается в человеческом теле, он уже многое познал, ему только вспомнить. То есть, но если мы берем третью плотность, то это момент от червяка, который начал шевелиться и пополз куда-то там сквозь землю, и начал какие-то взаимодействия с внешним миром, он начал кушать корень, он начал, я не знаю, там, кушать растения, он где-то там нашел другого червяка, он что-то где-то, то есть это идет уже познание окружающего пространства. Да, он еще не осознает то, куда он ползет, зачем он и все, там, инстинкты у него или как, но он познает состояние того, что я куда-то ползу, я что-то делаю, я могу вот это, я могу вот то. Я могу размножаться самостоятельно, я могу размножаться путем почкования, я могу еще чего-то, понимаете, это все моменты осознания состояний. Для того, чтобы вы понимали, что такое состояние, вообще как развивается душа. Душа, она имеет набор базовых характеристик, как, допустим, человек, да, когда рождается тело, ну, в теле человека есть набор определенных характеристик, допустим, ДНК. Но как, что, зачем, почему, то есть характер там и прочее, это уже человек в процессе своего роста будет. Здесь вот этот момент того, что душа имеет определенные базовые характеристики, но ее развитие будет зависеть только от того, познает она определенное состояние или нет. Она ничего, она чистый лист, у нее нет никаких знаний в голове. Мы не рождаемся тоже там с базовым учебником истории за 11 класс уже заученным, или там физики, или еще чего-то. Каждый идет в школу. Хотя эти предметы, конечно, наука наша оставляют желать лучшего. В плане своего обмана вообще всеобщего всемирного населения, но сейчас не об этом. Мы сейчас говорим о том, что даже мы, рождаясь здесь, начинаем познавать окружающее пространство. Но мы его познаем гораздо быстрее и гораздо эффективнее, потому что мы уже его знаем. Мы уже знаем, как двигаться в нем, мы уже знаем, что такое смотреть, что такое дышать, что такое еще что-то. Когда душа начинает в каких-то маленьких, вот там кто-то спрашивал, в чем смысл существования жука? Вот в чем. Он познает состояние жука. Он познает, что значит быть жуком. Эта душа осознает вот этот момент. Что значит быть жуком, что значит быть тараканом, что значит еще кем-то быть, мухой там и прочее. Что такое кристаллическая там вот эта решетка глаз, допустим, как у мухи, там вот эти кристаллики она там видит, там 60 или сколько там фрагментов у нее там. Вот она осознает вот такое, то есть она смотрит, как можно видеть мир вот так. Как можно там познавать, ну, ощущение мира ловить вот в этом теле, вот в этом теле, вот в том теле. Разные моменты состояний. И мы здесь идем момента от состояния там червяка, насекомого и прочего, уже к состоянию более какой-то сложной органики, когда эта душа начинает более и более и более сложные взаимодействия с этим миром. То есть осознание, да, моментов этого всего. Многие разные проходят, опять же, во многих в разных телах рождаются для того, чтобы познать как можно больше состояний пребывания в этой вселенной, взаимодействия с этой вселенной. Душа не может понять, что такое горячее, а что такое холодное по учебнику. В нее нельзя вложить такие знания. Душа наша так не умеет. Душа наша осознает, что такое горячее или холодное, только тогда, когда она, грубо говоря, запихает руку в горячую воду, вот, ну, мы, да, с вами, мы такие запихали руку в горячую воду и поняли, ага, вот это горячая вода. Потом запихали в холодную и сказали, а вот это холодная. Вот только так момент осознания у души проходит. Когда она на собственном опыте что-то познает какое-то состояние холодной или горячей воды. По-другому никак. Вот это вот познание мира.
и состояние меня в этом мире. Есть крот, он слепой. Как можно жить и как можно познавать пространство, если ты не видишь? Как можно там познавать пространство, если у тебя нет лап? Как можно познавать пространство, если там вот много-много всего? И разные тела имеют разную абсолютно свойства. Заложенные, опять же, вот тела, которые есть, допустим, там кошечка, собачка, там еще кто-то, это идеальная среда, можно сказать, вот тело, которое получает там душа, это идеальная среда для познания какого-либо состояния для нее. И нет, это не состояние быть съеденным. В первую очередь душа рождается для того, чтобы познать мир, познать себя в этом мире и познать состояние, которое оно переживает в этом теле. Состояние этого тела. И если мы берем, допустим, кто-то там орал моменты хищник-жертва, да, если мы берем дикую природу, то тут, дорогие мои, не принцип того, что жертва, там, антилопа, она не рождается для того, чтобы ее съели. Это не смысл ее жизни. Она рождается для того, чтобы побыть антилопой. Это игра, в которую она начинает играть. Она говорит: ой, а я хочу побыть антилопой. А другая душа говорит: а я хочу побыть тигром, условно говоря. И они вот загружаются сюда на сервер и начинают игру. И их игра складывается не в том, что тигр выращивает антилопу на ферме, а потом лопает. Игра состоит в том, что тигр ловит антилопу, а антилопа убегает. Убегает она от него, потому что она роль такую выбрала. Но в дикой природе у антилопы есть шанс обыграть тигра. И они все существуют в общем энергоинформационном пространстве. То есть фактически эти души, они синхронизируют между собой. У них свои моменты и свои игры познания, потому что без антилопы тигр не познает, что такое охота, да, допустим. Он не познает это состояние. А без тигра антилопа не познает, что такое состояние побега. И они, по сути, находятся в балансе. Про баланс я вам тоже говорила, но вы почему-то так и не поняли момент баланса. Что такое момент баланса, когда души синхронизируют между собой и находятся в балансе? Вот это оно и есть. В биологии, допустим, это называется экосистема. Когда все на определенной территории находится в экологической, просто вот в экосистеме, в балансе. Когда нет доминирующего вида, нет вида, который ущемлен, который вымер и все. Я не знаю, посмотрите, вот очень куча передач и всего, как, допустим, люди нарушали экосистемы. Когда на остров, где там не было змей, да, никогда, завезли змей. И там в итоге сейчас одни змеи и нет птиц. Потому что птицы, которые жили на этом острове, они просто не знали, что надо спасаться от этих змей. И змеи съели всех птиц. И в итоге там змеюшник натуральный в этом острове. На этом острове. И там полностью напрочь поломанная экосистема. То есть баланса там нет. А он там был. Вот такой момент. Так вот, если мы берем более простые формы жизни, да, животных, там, ну, давайте не животных, там, а что-нибудь типа насекомых там и прочее, они познают состояние определенное. Это познание просто, допустим, пока что состояние у меня есть лапки, у меня нет лапок, да, я вот, значит, могу жить при 30 градусах, там, а могу не жить, там, допустим, я могу жить при 100 там, и прочее, прочее. То есть это состояния такие, можно сказать, телесные. То есть это какие-то вот такие базовые. Потом идут уже, давайте, третью тоже будем разбирать. Первый этап эволюции третьей плотности.
Это первое, там, это обоняние, да, осязание, зрение и прочее. И т.д. И их отсутствие в том числе. Второе. Это мы берем, если уже более сложные, допустим, как там антилопа, тигр, кошечка, собачка там и прочее. Это момент испытания уже эмоциональной составляющей. То есть помимо того, что тело этого животного обоняет, осязает там и прочее, по-своему, по-особенному. То есть у каждого животного там свой момент того, насколько у него там зрение хорошо работает и прочее. Это тоже состояние, которое оно получает вот в этом теле. Но и помимо этого оно начинает испытывать эмоциональную составляющую. Причем эту эмоциональную составляющую там начинают испытывать вплоть до того, что там мышки, да, самые маленькие. То есть которые уже идут, ну, не знаю, давайте там млекопитающие, да, назовем, хотя не только млекопитающие, но и рыбы, допустим, многие тоже. Кстати, почему я говорю момент того, что не вся рыба одинаково полезна, то есть тут, что одна рыба больше, когда вы едите, допустим, да, вот ее, одна больше как-то влияет не очень хорошим образом на организм, другая меньше. То есть тут еще вот момент в том, на каком эволюционном этапе развития находится. То есть когда идет уже второй момент, это эмоции, эмоциональные составляющие, там уже идут другой уровень познания этой души. Другой уровень синхронизации ее с этим пространством. То есть она начинает испытывать страх, она начинает испытывать эмоции, там, допустим, азарт, там, злость, там еще что-то. То есть это состояние эмоций. На уровне животных, если мы берем, там, кошечки, собачки, там, и прочих, да, вот, если мы берем эмоции на уровне животных, они еще не осознают свои эмоции. Эмоция для них еще является состоянием. То есть их ощущение эмоций – это состояние. Допустим, я радуюсь, но я не осознаю, что я радуюсь. Я просто испытываю определенное состояние. И я не могу дать какую-то качественную оценку этому состоянию. Вот в таком вот виде это происходит. То есть кошечка не осознает того, что вот это чувство, которое она испытывает, это чувство радости. Или чувство еще чего-то. Но она испытывает эту эмоцию. Эта эмоция, она уже записывается и идет от нее энергией. То есть это уже новый уровень. Помимо того, что познание состояний, это идет уровень того, что она формирование энергии. То есть это то, про что мы с вами говорили. Когда Маша думает, ой, Саша заболеет, да, вот когда формируется энергия, определенное намерение, это вот способы формирования энергии уже идут, когда эмоция, состояние начинает записывать уже формирование энергии, формировать определенные. И в этом же моменте животные начинают уже формировать свою реальность. Неосознанно, ничего, но они начинают уже более весомо влиять на реальность, если просто брать простые виды, которые просто вот обоняние, осязание, зрение и т.д. То есть они еще вот такие формы, то есть восприятие внешнего мира. У них еще есть, да, они синхронизируют с внешним миром, со Вселенной, все, но они еще не формируют.
ту реальность, точнее, не могут воздействовать на нее тем образом, которым могут воздействовать те существа, которые перешли уже на вот эту форму, эмоции. То есть здесь уже идет очень сильное формирование энергии. И поэтому я и говорила, что существа, которые вот достигли вот этой формы своего существования, здесь уже идет вот этот момент с куриной котлетой. Так, это второй этап развития. Эмоции, состояние, формирование энергии. И третий этап третьей плотности, тут у меня не влезает, напишу его отдельно. Это то, про что мы говорим, это уже можно сказать, если брать человек третьей плотности. Давайте. Третий этап. Это уже существа более высокого порядка. Человек это у нас здесь. Есть на других мирозданиях абсолютно другие формы жизни. Но суть у них одна. Они могут быть разного роста, разные там зрение, обоняние, осязание и т.д. и т.п. у них может быть разные энергетические составляющие. Кстати, не сказала совсем про энергетические составляющие, что некоторые спрашивали, почему кошечка, допустим, да, она ест мясо. Что теперь, кошечке нельзя есть мясо? Вот, смотрите, животные, тела, каждое тело, оно идет с определенными базовыми параметрами, в том числе каждое тело, пока вот это сотру, каждое тело, которое есть у животного, у человека там, или у другого, другая форма какого-то существования, у нас, допустим, вот мы люди, да, а есть форма существования, допустим, хищников. Наши же вот мы третьи в тройке. Есть мы, есть хищные. Чистые хищные. Так вот, если брать кошечку, собачку или там еще кого-то, смотрите, кошечка, ей ничего не будет. У кошечки тело такое, что оно приспособлено к тому, чтобы эту энергию не воспринимать в том объеме, в котором оно есть. То есть она проходит определенный путь развития, познания состояний. Она проходит познание состояния хищника. И поэтому на кошечку энергия смерти так не будет влиять. Как, допустим, на мышку или на антилопу. Потому что мышка и антилопа, они должны питаться травкой и зернышками. А вот у них будет восприятие к энергии смерти. Потому что их тела не приспособлены к тому, чтобы не воспринимать эту энергию. У них другой способ питания и другой способ, то есть у них другая форма познания. Но тем не менее это не значит, что мышка, допустим, не может есть мясо. Может. Но чем это грозит мышке, это другой момент. К слову, я не знаю, среди вас, наверное, умельцев нет, но тем не менее. Вот люди, которые занимаются некромантией, то есть они именно работают с энергиями смерти, у них вообще ничего дома не живет. Растения дохнут, все дохнет, кроме кошек. Кошки не дохнут. Они к энергиям этим не восприимчивы, потому что кошка чистый хищник. Это все не просто так. Ей нормально, ей комфортно. Поэтому можете спокойно кормить дальше кошек сухим кормом и прочим. Более того, кошка без этого загнется. Потому что у кошки есть определенный момент познания. Она родилась. И с другой стороны, эта кошка, которая сидит на сухом корме, она испытает на себе, что значит быть кошкой, что значит пожить в шкуре кошки, но при этом никого не убивая.
не лишая жизни. Сама эта кошка никого не убьет при этом. Это тоже момент такой в ее собственной эволюции. Неплохой момент. Так, что я говорила? Третий, да? Третий этап развития в третьей плотности. Это осознание эмоций. Что мне мел не захотел больше рисовать. Вот. Осознание эмоций. Что это значит? Это значит, что душа, она уже не просто испытывает эмоцию, как состояние, но она уже, испытывая радость, осознает, что, оу, это состояние, которое я сейчас испытываю, это радость. Оу, это состояние, которое я сейчас испытываю, это злость. Оу, это состояние, которое я испытываю, это страх. Я боюсь, я злюсь, я радуюсь. То есть это уже осознание собственных эмоций и состояний, в котором находится эта душа. То есть душа уже не просто начинает накапливать эти состояния как нечто само собой разумеющееся, вот, как просто способы пребывания себя в определенных средах обитания, да, в определенной среде своего восприятия, но и осознание этого восприятия, осознание того, что с ней происходит вообще. И начинается анализирование. Это уже новый этап осознания эмоций, осознания вот этих моментов. То есть душа начинает это все осознавать. И тут у нее уже начинаются более сложные этапы тоже и взаимодействия, допустим, со Вселенной и прочее. То есть она уже начинает изобретать велосипед, там, какие-то моменты вот такие. То есть это мы берем уже, допустим, человека там, да, других там, ну, инопланетных существ, с других мирозданий, с параллелей нашего мироздания, которые находятся в третьей плотности. И на самом деле там высокие технологии, которые там, допустим, какие-то используют в этой третьей плотности, физика, да, которая основана на физических каких-то моментах, использование материи Вселенной, я имею в виду сейчас материи Вселенной, это вот типа металла там и прочее, да даже взаимодействие с элементарной физикой Вселенной, которую мы здесь не знаем, но знают другие обитатели третьей плотности, и знали мы в свое время, раньше в истории, и в том числе мы умели энергетикой вот этой пользоваться, своей собственной энергией, потому что та же самая кошечка, та же самая собачка, та же самая свинка, которая вроде как не осознает свои эмоции, она живет в определенном состоянии, все, но она умеет общаться на всеобщем языке, она умеет общаться на языке энергий. И те люди, которые умеют общаться на языке энергий, они могут поговорить с кошечкой, они могут поговорить с собачкой, они могут поговорить с любым живым существом на уровне эмпатического восприятия. А эмпатическое восприятие – это путь именно восприятия энергии. И кошечки, и собачки, и все прочие между собой прекрасно общаются. Они находятся в общем энергоинформационном поле. И они проживают свои состояния. Да, у них еще, можно сказать, такие моменты того, что они не осознают свои эмоции, они не осознают много чего, они не могут анализировать. Это даже вот, научно доказано. Кошечка, что ее надо ругать вот здесь и сейчас. Она что-то напакостила, ее надо ругать здесь и сейчас. Вот когда она вот сидит на столе, ее надо ругать за то, что она сидит на столе. А не тогда, когда она уже слезла с него, пошла там где-нибудь походила, и вы такие: ой, там, Мурка, ты ходила на стол, садилась, ай-яй-яй. Она не поймет, что происходит и что вообще, за что ее ругают. То есть момент анализа своих вот тех состояний. Допустим, у нее было состояние, она посидела на столе.
Она не осознает, что это состояние, это что-то плохое. И момент анализа у нее не будет. Вот. Она живет, ну, грубо говоря, моментом здесь и сейчас. Но мы здесь уже можем осознавать свои эмоции, свои состояния, прочее, анализировать, то есть накапливать, далее там уже более сложно взаимодействовать с физикой, как-то что-то строить велосипед опять и прочее, познавать более сложно познавать физику Вселенной в плане именно физики, то есть ковыряние в пробирках там и прочее, ну, энергии, естественно, и все такое. Но это еще не те уровни восприятия энергии и не те уровни формирования всего, как это в более высоких плотностях происходит. Итак, третье – это осознание эмоций, познание всего окружающего, физики и т.д. И тут мы подходим к четвертой. Что же такое четвертая плотность существования? Кстати, плотности, насчет плотностей. Вы поняли, да, что это среды. Это среда, как бы, где максимально, то есть прокачивается определенный уровень. И это пространство. Это свойство, физические свойства пространства. Пространство именно материи, первичной материи нашей. То есть от более, допустим, если сравнивать, первая, да, плотность, движения нет, материя настолько плотная, что она, ну, грубо говоря, как камень, у нее нет движения. Вторая, она, ну, не знаю, давайте как земля, то есть она уже более рыхлая, но она все равно неповоротливая, она как пластилин, то есть у нее еще существует какой-то вот такой момент. Третья плотность, она как, ну, давайте, образно вода, как деготь такой, плотный деготь. Что это значит? Это значит, что эти физические свойства этих плотностей, они направлены на то, что души, которые находятся и развиваются в пределах этих плотностей, они не могут, то есть там материя Вселенной меньше движется, то есть души, которые не осознают свое влияние на материю, то есть они еще не понимают, что дух влияет на материю, они не понимают вот это второй закон, который есть, что энергия духа движет энергию материи. Ну и опять же, если мы берем про физические свойства, то здесь энергии духа мало в первой плотности, да, а сами искры, получается, они только-только там что-то вибрировать начинают, то есть у них еще момент духа, энергии духа достаточно мал, поэтому взаимодействовать, то есть они влиять на вот это пространство сильно-то и не могут. Здесь то же самое. Они только-только начинают познавать, поэтому здесь тоже момент роста есть, но это движение очень и очень замедленное. Оно только начинает от чего-то, кого-то взаимодействия энергии духа на энергию материи. И третья плотность, здесь уже более это все проявляется. Но опять же, в пределах этой плотности это как плотный деготь, где энергия материи движется, она движется, пускай медленно, но в таком более-менее хорошем движении, так, чтобы эти души могли развиваться. Именно вот по правилам, можно сказать, этой плотности. Четвертая плотность, она идет как воздух, если ее брать. То есть там материя уже как воздух. И тут чему же учатся души в четвертой плотности? Что же это за плотность такая развития? А в четвертой плотности у нас души учатся тому, что они учатся влиять
как раз-таки на материю, энергии духа. То есть, что здесь этап, конечный этап развития третьей плотности, это когда душа, она осознает, что она может управлять материей. То есть момент осознания, что я не просто есть, я существую, я кто-то там, но я душа, момент осознания собственного духа, и момент тот, что она понимает, что помимо того, что она может строить велосипед, она еще энергетически может влиять на материю. Момент осознания именно своей вот этой вот, то, что мы говорили, что осознание эмоций и осознание формирования энергии. А вот момент осознания формирования энергии. То есть если момент животного, который начинает испытывать эмоции, он их не осознает, и он же начинает, эта эмоция начинает формировать энергии, то, о чем мы с вами говорили, мыслеформы формировать, то здесь мы осознаем не только эмоции, но и уже начинаем осознавать формирование энергии. И как эта энергия взаимодействует с внешним миром. И тогда начинается 4-й этап эволюции души. Это тоже, кстати, это очень-очень долгий процесс. Чтобы вы понимали, сколько состояний и сколько вообще всего должна пройти душа, чтобы осознать ту же самую 3-ю плотность. И это момент не 1, 2, 3, 10 жизней. То есть даже там в облике того же самого человека это может пройти, там, я не знаю, сколько жизней. 10, 20, 30 для того, чтобы там проходили хотя бы какие-то моменты того, насколько там душа это может реализовать себя в тех состояниях, которые дает им только одна параллель вот этого конкретного мироздания. Можете представить себе, сколько дорог, путей, состояний, моментов эта душа должна осознать. Ну, должна, может и должна. Для того, чтобы ей дойти вообще до вот этого момента. Очень много, очень много. Далее, 4-я плотность. Сейчас ее разберем. И, наверное, остальные плотности уже будем в других частях разбивать, потому что видео выходит у меня, опять же, долгим. 4-я плотность. Это формирование. Энергии материи, энергии духа. База. Итак, 4-я плотность – это формирование энергии материи, энергии духа. Базовый этап. Когда мы говорим о базовом этапе, мы говорим про то, что у нас душа начинает только влиять на собственную реальность. А если мы берем 3-ю плотность, она и так влияет на собственную реальность. Душа является полностью тем, кто влияет на собственную реальность и заведует собственной жизнью, так или иначе, в любых моментах. Вот. Но если мы берем моменты до 4-й плотности, то это скорее ветки. Это временные линии, по которым душа ходит. То есть у нее есть определенный набор сценариев, с которым она сюда спускается. Этих сценариев очень много. Очень-очень огромнейшее большое количество. Но так или иначе она может делать выборы. То есть это момент, если 3-ка, это момент выбора. Понимаете, направо или налево? Куда пойдем? Или прямо? Или вообще на заднюю сдать? То есть это момент такой, не лабиринта, а веток. То есть какая-то определенная канва, по которой человек ходит и проживает жизнь. Человек, животное там и прочее.
Вот. Эта канва, она именно уже с канцелярией, там это все закладывается, потом это все формируется в матрицу и прочее, прочее. Это мы потом будем разбирать. А вот тут формирование энергии материи, энергии духа, база, когда душа уже начинает осознанно управлять своей энергией духа для того, чтобы формировать определенные временные линии себе. То есть она уже начинает сама управление своим потенциалом и накоплением своего потенциала, его реализацией и прочим в окружающем ее пространстве вариантов. Это такое обучение. И если мы говорим про четвертую плотность, то наше мироздание уже находится в четвертой плотности. Оно уже находится в четвертой плотности в том плане, что у нее уже сейчас полным ходом реализуются все физические свойства четвертой плотности. А физические свойства четвертой плотности – это среда, определенная среда физического пребывания, в которой просто материализация того, что формирует душа, той энергии, которая формирует душа, она идет просто на раз. Итак, здесь мы с вами более точно начнем строить графики, наверное. Для того, чтобы было понимание какое-то. Смотрите, то, что мы говорили, мыслеформа. Маша, которая говорит, Саша заболеет. То есть, когда человек уже конкретно начинает создавать мыслеформу какую-то программу, то есть он осознал в третьей плотности, он осознал вот эту мыслеформу, которую он думает. Вот наш любимый человечек, вот это его мыслеформа. В третьей плотности он уже осознал, что его эмоции, его вот эти состояния, в котором он пребывает, формируют вот это. Энергетическая программа. И эта энергетическая программа начинает прорабатываться в пространстве вокруг него. И не только в эфирном теле, как мы это с вами в ролике про болезни проговаривали, но и в окружающей его реальности, в которой он существует. То есть он уже начинает изучать, то есть он осознал то, что вот эта мысль влияет на все вокруг него, но он уже начинает изучать то, как ему этой мыслью на вот это все влиять. И первое, что он делает, это он начинает влиять на окружающее себя пространство. Нет, персики он еще не делает путем щелкания вот так вот пальцев из воздуха. Это делают в пятой плотности. Здесь же он только начинает вот эту энергию использовать в пространстве. Он только начинает вот этой энергией изменять пространство вокруг себя. Реальность, свои моменты временных линий, то есть он начинает выстраивать ту временную линию не ветками, вот так вот, как он ходил до этого, прямо пойдешь, там сюда пойдешь. Он начинает строить ее уже при помощи этой энергии. Вот он пошел, базовая канва у него была, а дальше он при помощи мыслеформы сам выстраивает свою дорогу так, как ему надо. И сам варьируется между вот этими временными линиями уже осознанно. И если вы думаете, что это все очень-очень быстро, обучение вот этого влияния, да, на материю путем намерения, то есть что это быстрое такое, вот, то нет. Это тоже достаточно очень долго. Когда, опять же, идем от малого к большему,
то есть влияние энергии вот этой вот духа, это полностью осознание и базовые там, я не знаю, классы средней школы, обучение, как эта энергия вообще, как, что она влияет, как эта энергия формируется, как эта энергия чего, как ее формировать самому и прочее, 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 прочее. Это тоже достаточно долгий процесс. И вот мы с вами попали в 4. И что мы видим? То, что все наши мысли-формы просто по щелчку формируются. Потому что это такая среда, в которую мы попали. Вот, вот в принципе, вам и вся 4-я плотность. То есть деньги с неба не посыпались, ничего там, я не знаю, такого не случилось. Это не общество новое, 4-я плотность, это не какие-то там моменты, это изменение пространства. Да, по факту, если брать наше мироздание, то оно из одной среды перешло в другую среду. То есть вот отсюда оно переместилось вот сюда. И пока что, то есть один этап развития, а это тоже этапы развития мироздания, который проходит эта душа. Один этап ее развития сменился на другой. Она тоже познает состояние, форму своего существования. Она тоже осознает себя, как она будет развиваться в 3-й плотности, как она же будет развиваться в 4-й плотности, как она будет развиваться дальше. У нее тоже самый цикл развития, только уже как у мироздания. Я надеюсь, этот момент понятен. И дальше идет, вот у нее был событийный ряд определенный, как кинолента, который накручивался здесь и здесь. Лента кончилась, все. Кстати, лента 3-й плотности кончилась почти. Осталось совсем немного. Вот. И начинается новое. Намотка и туда. И пошло. Новый событийный ряд, новое все, новое, 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 новый цикл. То есть это была деготь, а это уже воздух. Как-то так. Вот такие моменты у нас с вами по развитию души. То есть, если брать нашу Вселенную как школу других создателей, да, то душа, она как ребенок. Она рождается, она только смотрит, то есть сначала она инстинктов, она еще не понимает, что она есть, как в утробе формируется, да. А вот она только познает, что что-то там, какой-то звук идет, что-то там еще, потом она осознает, я есть, я живу, я хожу, да, я могу и так, я могу и сяк, а я вот могу и ножницами вырезать, я могу и картинку нарисовать, а потом там начинает в школе учиться, осознает физические пространства, осознает, а как же Вселенная вокруг меня устроена, да. Вот я электричество могу при помощи катушки там какой-нибудь сделать, и еще что-то. То есть вот развивается, и ее цель, да, стать таким же взрослым, как папа. Я хочу стать таким же взрослым, как папа. Хочу стать как папа. Вот. Это мы с вами пока разобрали 4 плотности, их 12. То есть можно сказать, что сейчас наше мироздание находится, и души, которые здесь развиваются, находятся в 4 классе, переходят в 4 класс. Это на самом деле не так много. То есть это самый, ну, если брать с переводом там на русский язык, это начальные классы образования искры. Так, ребята, у меня уже записано
больше часа, не вижу сколько, но уже порядочно. Поэтому я закругляюсь. Получается, это у нас была первая часть по эволюции души, по этапам эволюции души. Вот, я надеюсь, последующие этапы эволюции мы разберем быстрее, а может и не быстрее, потому что там все гораздо сложнее. Там мы уже переходим от начальных классов образования к институтам и прочему, да. Поэтому не знаю, сколько частей это выльется, но тема такая достаточно интересная. Я надеюсь, всем было интересно послушать. Ну и все. До новых встреч. Пока-пока.